Сегодня поговорим о Дюне. Почему выход ее части вызвал столько недоумений. Расскажу, что это нам сулит. Почему в последнее время стало много фэшн-брендов, связанных с апокалиптичными настроениями в моде. И что же это значит? Привет, я Маша. Это канал о моде, одежде, обо мне и моем творчестве. Прошу поддержать это видео лайком, а лучше подписаться, чтобы не пускать следующие мои видео. Ну, начнем с Дюны. Все в курсе, что это цикл книг, а теперь уже и фильмов. Но после выхода второй части в зарубежных соцсетях начала подниматься тема о том, что Дюна пропагандирует феномен белого спасителя. Это о том, что белокожий персонаж всех спасает, пытается выполнить свою роль и миссию, это преподносится как положительный персонаж. Я хочу отметить, что такого рода комментарии про белого спасителя в основном оставляли люди, которые тупо посмотрели фильмы и не читали цикл книг. Я читала весь цикл и могу с уверенностью сказать, что этот наш главный герой-спаситель вовсе не совсем и положительный персонаж, на мой взгляд. Он больше как бы отрицательный, с моей точки зрения, персонаж, и автор многими способами пытается это подчеркнуть. К чему я веду? Если бы я просто посмотрела фильм, не читая книг, то передо мной бы встал образ смазливого юноши, все-таки у нас Тимоти Шаломе, который талантлив от природы, который одарен от природы, и который кому непонятно с чего начали преклоняться люди. То есть в фильме это очень плохо рассказано, обыграно. Даже если учесть то, что там герои проходят внутреннюю борьбу в течение фильма, борьбу с собой, с чужим мнением, и вот в это все вроде, но все равно очень странный образ вырисовывается. То есть в фильме это очень скупо показано, какой из себя персонаж. По итогу у нас получается вот такой вот идеализированный образ белого спасителя, вот этого белокожего героя. Но я читала книги, и я могу сказать с уверенностью, что в книгах он там действительно не белый, не пушистый, он там больше, скажем так, на тирана похож, он больше отрицательный персонаж. Это там везде вот подчеркивается всякими оборотами, описаниями, то, как он там думает. По мне он тиран, и вообще смысл цикла Дюна, на мой взгляд, что надо думать своей головой, что не надо идти за вот этим мнимым спасителем и мнимым героем. Так как все-таки мы тут говорим о моде и трендах, и если отмести тот факт всего промоушена к первой-второй части со всеми костюмами, даже там то, что Зендея и Тимоти выходили, то, на мой взгляд, мне кажется, начала формироваться какая-то новая тенденция, и она нездоровая какая-то. Вот у нас такой формируется образ красивого юноши, талантливого, внешне доброго, а внутри как будто вот как какие-то тираничные замашки, то есть вот такой идеализированный какой-то образ. И он начинается сильнее всего, вот я заметила это в Дюне, потому что в фильме у нас одно, много чего убрали, а по книгам у нас другое. И если человек, который, например, я и читала книги и фильмы, мы же очень много людей складывает это в одно, и получается какой-то вот такой вот образ внешне талантливый, красивый молодого человека, который внутри с тираничными замашками. То есть, и это какой-то вот диссонанс немножко проявляется в этом. И вот эта вот тенденция какая-то, это не только в фильме «Дюна». Очень много сейчас современных фильмов, которые также похожие, есть намеки с таким же вайбом от главных героев. И то есть вот это все формируется, и это ничего вам не напоминает? На мой взгляд, вот этот образ, это образ диснеевского принца, который внешне красивый, такой холеный, а внутри с замашками тирана или какими-нибудь, не знаю, ненормальными мыслями и суждениями. То есть многие диснеевские принцы, особенно старого Диснея, вот такие, на мой взгляд. И вот эта вот тенденция, она как бы прослеживается кусками везде, то на подиуме, то в фильмах, в сериалах, то есть везде такие персонажи в последнее время мужские, где вот такой внешне красивый, не знаю, с тираничными какими-то замашками парень, и это, на мой взгляд, какая-то нездоровая уже тенденция, которую потихоньку нам навязывают, то есть
как будто это какой-то новый образ современного мужчины. Я не знаю, это очень странно выглядит. И на подиумах даже очень часто стали появляться такие, скажем так, может быть, даже это потянуто за уши, напишите, как вы думаете. Просто на подиуме все чаще стали появляться мужские модели, которые такие миловидные, все симпатичные такие из себя. Но у них, например, лицо либо детское, например, либо лицо такое строгое, с такими выраженными чертами лица. То есть это вот какой-то, или вот сильно миловидный парень, типа под девочку даже, или под ребенка, не дай бог. Либо это парень тоже миловидный, но с такими более мускулинными чертами лица. То есть это тоже про вот эту вот тенденцию, чтобы, скажем так, сделать парня больше похожим на девочку, больше на женщину, больше сделать ее миловидной. Я понимаю, что мода циклична, и, например, если мы, например, пойдем в историю, то это, например, Франция или Англия 18, кажется, века, где мужчины специально прихорашивались, красились для женщин, скажем так. И если это какая-то цикличная мода, если мы еще сюда, например, притянем тенденцию из того, что начала сильно популяризироваться мужская косметика, и это идет родом из Южной Кореи, если вот это вот все собрать в кучу, ощущение, что вот действительно мода цикличная, и в скором времени получим мужчину нового поколения, который следит за собой, пользуется косметикой, пытается себя каким-то образом приукрасить, пытается, как бы скажем, этот образ больше, мне кажется, будет уже такой женственный. Если опустить некое новое формирование мужской моде, скажем так, акцентировать свое внимание, например, на, скажем так, обстановку и флору в Дюне, то она напоминает больше апокалиптичные всякие настроения. И в последнее время стало очень много брендов, связанных с апокалиптичными настроениями, которые как раз начались чуть до Дюны, либо уже после Дюны. Их стало очень много, и непонятно, с чем это связано. Если опустить некий хайп от Дюны, то тут уже формируется некий стиль, который связан с апокалиптичным вот этим настроением, постапокалипсисом и всем вот всей этой тематикой, то мы можем заметить, что это уже как бы внешнее какое-то проявление, то есть это отражение внутреннего посыла человека. На мой взгляд, почему в последнее время стало все больше таких брендов, потому что у людей очень много стресса, очень много забот, и с каждым годом как будто их все больше и больше. И поэтому люди пытаются выразить это через одежду, то есть выразить свою позицию через одежду, как-то перенести свой стресс на внешний облик. Если рассматривать бренды, которые лично мне нравятся вот в этом, скажем, апокалиптичном стиле, настроении, то это будет бренд Аталингер, и, кажется, так называется, и как он, Orient, кажется, еще. Вот эти два бренда мне более-менее нравятся в плане вот этой стилистической, скажем так, составляющей. На этом все. Спасибо, что были со мной. Если вы хотите подискутировать по теме видео, прошу в комментарии, либо в мой телеграм-канал.